В 2005 году в России появился новый профессиональный праздник. 28 сентября мы отмечаем День работника атомной промышленности. Не энергетики, а именно промышленности, как это и предусмотрено в удивительно лаконичном указе президента России номер 633 от 3 июня 2005 года. Вот его полный текст. Пункт 1. Установить профессиональный праздник День работника атомной промышленности и отмечать его 28 сентября. Пункт 2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Дата для праздника появилась, конечно, совершенно не случайно. Позволю себе процитировать часть текста поздравления работников отрасли, сделанные премьер-министром России в этом году. Именно 28 сентября 1942 года было подписано распоряжение Государственного комитета обороны СССР об организации работ по урану. Это событие положило начало созданию атомной промышленности в Советском Союзе. Выдающиеся открытия наших ученых дали импульс развитию отечественной и мировой науки, подарили человечеству уникальный ресурс. Подарили человеку уникальный ресурс. Придать тексту более двусмысленное значение, на мой взгляд, просто невозможно. Давайте просто присмотримся к документу, который упомянул Михаил Владимирович. К распоряжению ГКО номер 2352 ССОП, совершенно секретная особая папка, от 28 сентября 1942 года. Название. Да, именно такое, которое мы видим в поздравлении нашего премьер-министра. Об организации работ по урану. А преамбула этого документа звучит следующим образом. Обязать Академию наук СССР, в скобках академик Иоффе, возобновить работу по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и предоставить ГКО к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива для нее. Для этой цели, первое, Президиуму Академии наук Советского Союза организовать при Академии наук специальную лабораторию атомного ядра. И далее по тексту. Дальнейшие пункты постановления удивительно конкретны. К 1 января 1943 года разработать и изготовить установку для термодиффузионного выделения урана-235. К 20 октября 1942 года разработать проект лабораторной установки для выделения урана-235 методом центрифугования и сдать технический проект Казанскому заводу «Серп и молот». Такой вот уникальный ресурс для человечества. Доклад о возможности создания урановой бомбы. Этой преамбулы вполне достаточно для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться в том, что атомная промышленность нашей страны, как, впрочем, и атомные проекты всех остальных стран, обладающих ядерным оружием, вышли из солдатской шинели. Вот только побудительные причины у Соединенных Штатов, Англии, Франции и Советского Союза с Китаем разные. Побудительный мотив у лучших умов Европы, собравшихся перед началом Второй мировой войны в США, известный из письма Эйнштейна в адрес президента этого государства. Если не начать развитие атомного проекта сейчас, немедленно, безотлагательно, то первым до создания атомной бомбы доберется Гитлер. Порукой тому высочайший уровень развития физических исследований в этой стране и тот факт, что в Германии оставался, присягнув на верность новому режиму, Вернер Гейзенберг, нобелевский лауреат, один из разработчиков квантовой теории и блестящий физик-экспериментатор. Удивительно, но если потрудиться найти в архивах письмо Георгия Флёрова Иосифу Виссарионовичу Сталину, то очень легко обнаружить там ровно такую же мысль, разве что высказанную другими словами. И американские, и советские физики нисколько не ошибались. В апреле 1939 года в адрес военного руководства Германии поступило письмо профессоров Гамбургского университета Хартека и Грота, в котором зафиксировано в числе прочих. И вот такие слова. Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими странами. Но уже к концу 1943 года американская внешняя разведка в Германии собрала точные данные о том, что после ряда неудач физиков-атомщиков урановый проект в Германии перестал быть для нацистов задачей первостепенной важности. Исследования продолжались, но финансировались они уже, что называется, по остаточному принципу. Но эти сведения до ученых, работавших в Манхэттенском проекте, американские военные доводить и не думали, чтобы не расслаблялись, чтобы темп их работы не снижался ни в коем случае. Негласный девиз немецких ядерщиков был приватизирован Пентагоном. Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими. Результаты Манхэттенского проекта и их использования мир увидел в августе 1945 года в Хиросиме и в Нагасаки. Соединенные Штаты Америки были и остаются единственной в мире страной, применившей атомное оружие для уничтожения сотен тысяч мирных жителей этих городов.
На мой взгляд, это наглядно доказывает, что первое место в табеле о рангах самого бесчеловечного режима в истории цивилизации было навсегда закреплено за этой страной. Но это, разумеется, мое личное мнение. Сейчас многие предпочитают не думать об этом. Мантра о Штатах, как о некоем оплоте демократии, вбита в мозги миллиардов наших с вами современников. Но у руководства нашей страны в годы Великой Отечественной войны никаких иллюзий не было. Вполне хватало простого факта. Все работы по созданию атомной бомбы, полномасштабно развернувшиеся сначала в Англии, затем в США и на территории Канады, так называемые союзники СССР старательно держали в полнейшем секрете, прикладывали максимум усилий, чтобы ни байта информации об этом не появилась у нашей страны. Слова, написанные Георгием Флёровым, касались не только нацистской Германии, но и Штатов. Это было очевидно уже в 1942 году. Время войны – жесткое время, когда о каких-то компромиссах, если они хоть как-то нарушают стратегические интересы твоей страны, никто и не думает. Ну, во всяком случае, меня так в школе учили. Руководство Советского Союза в те годы прекрасно понимало особенности способа мышления англосаксов. Равным партнером для них может быть только та страна, которая обладает обширным арсеналом такого оружия, которое не оставит им возможности самого их существования. Все прочие размышления, расклады, комбинации возможны только при соблюдении этого условия. Ответный удар должен быть возможен. Масштаб такого удара должен быть настолько велик, чтобы выживание агрессора не просматривалось ни при каких обстоятельствах. Вот только на это несложное соображение в 1942 году накладывалось обстоятельство непреодолимой силы. Европейские нацистские армии только были отброшены от стен Москвы. Напряжение на фронте и в тылу было невероятным. Полномасштабное развертывание атомного проекта в тех условиях было просто невозможно. Потому постановление 2352 было ограниченным. Работы поручались Академии наук, а не правительству со всеми его комплектом наркоматов, народных комиссариатов. Возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана. Предоставить доклад о возможности создания урановой бомбы. Но не приступить к созданию бомбы. И уж тем более не предоставить доклад о возможности создания атомных электростанций. И только после того, как атомное оружие Соединенными Штатами было применено, Государственный комитет обороны перешел Рубикон, отдав распоряжение теперь уже о создании спецкомитета на государственном уровне, с подключением всех имевшихся у нашей страны возможностей. Занимательно сравнить темпы работы по атомному проекту по обе стороны Атлантического океана, при этом держа в голове то, что территорию Штатов никто не утюжил бомбардировками и гусеницами танков. Европейцы не уничтожали в этой стране миллионы граждан, десятки тысяч населенных пунктов, заводов и фабрик. Первое заседание Уранового комитета в США – сентябрь 1939 года. Дата выхода постановления Государственного комитета обороны номер 2352 – сентябрь 1942 года. Июнь 1940 года. Урановый комитет поднимают до уровня подкомитета исследовательского комитета национальной обороны. 20 августа 1945 года постановление ГКО номер 9987 о создании специального комитета в СССР. 2 декабря 1942 года успешно осуществлена управляемая реакция деления ядер урана на первом в истории атомном реакторе Чикагской поленницы под руководством Энрико Ферми. 2,5 года от полномасштабного старта проекта до первого реактора. 25 декабря 1946 года дата начала работы реактора F1 физического первого в лаборатории номер 2 в Москве. На сегодня точный адрес – площадь Курчатова, 1. Сроки идентичны по обе стороны океана абсолютно. 16 июля 1945 года. Штат Нью-Мексико, полигон Аламогордо. Первое в истории успешное испытание плутониевой бомбы и 3,5 года с момента начала работы первого реактора. Бомба РДС-1, Семипалатинский полигон, 29 августа 1949 года. 2 года 8 месяцев с момента пуска реактора F1. По ту сторону океана в Манхэттенском проекте 12 лауреатов Нобелевской премии по физике практически со всех стран Европы. В спецкомитете Густав Герц из числа трофейных немцев, Нобелевский лауреат 1925 года в количестве 1 штука и далеко не на первых ролях. Все остальные имена ученых, задействованных в нашей атомной программе, стали известны куда как позже. И тогда же, куда как позже, к ним пришло международное признание. Янки во все времена любили считать деньги. По их оценкам, Манхэттенский проект обошелся штатам в $2 миллиарда.
В пересчете по цене золота на день сегодняшний более 200 миллиардов долларов, а наши финансы – вопрос крайне закрытый. Но вот министр финансов того времени Арсений Григорьевич Зверев считал, что затраты на создание РДС-1 оказались такими же, какими были расходы на всю Великую Отечественную войну. В павильоне Росатома на ВДНХ можно увидеть макеты жилых домов и квартир участников Манхэттенского проекта и участников нашего отечественного атомного проекта. Представляете, американцы явно выигрывали по уровню комфорта. Про павильон Росатома я вспомнил совершенно не случайно. Мы обязательно прогуляемся по его экспозициям, чтобы увидеть то, с чего начиналась наша атомная промышленность и каков ее уровень на день сегодняшний. А сегодня здесь, в студии, я хочу предложить вам, уважаемые зрители и слушатели, вместе вспомнить не хронологию событий, а поговорить о самом главном, о творцах нашего атомного проекта. Завеса строжайшей секретности над ними появилась в сентябре 1942 года и плотно окутывала не менее полувека. Надеюсь, причины объяснять не требуется. Но это привело к тому, что мы с огромным трудом можем назвать едва ли с десяток имен тех, благодаря научному и трудовому подвигу которых мы с вами вообще живы, а не шелестим радиоактивным пеплом по руинам городов. Опять же, мое сугубо личное мнение. Нет у нас права на такое забвение, а потому давайте-ка исправляться. Ну, конечно, в том объеме, который мне под силу, конечно. Поскольку для всеохватности требуется несколько лет работы серьезного коллектива, которого у нашего проекта точно нет. Единственное, что позволяет голос одиночки, тоненько пискнуть. Так что вот на этом уровне и попробую в почти исчезающей надежде, что кто-то когда-то да подтянет. Идея, прямо скажем, не нова, и нам всем здорово повезло, что в самом конце прошлого века был сделан огромный, гигантский вклад в дело сохранения истории нашего отечественного атомного проекта во всех его подробностях. Эту работу проделал коллектив ученых-историков под общим руководством Льва Дмитриевича Рябова, который собрал в единое целое и систематизировал невероятное количество материалов и документов за период с 1938 по 1956 годы. Работа этих специалистов анонсируется как трехтомное издание «Атомный проект СССР. Документы и материалы». Но на самом деле это, в общем-то, такое лукавство и скромности. В этом издании 11 томов, не считая 12-го справочного. Более 10 тысяч документов, тысячи имен, едва ли не сотни тысяч событий. Тщательно, системно, по датам, по темам, показывая не только контуры, но и мельчайшие подробности огромного корабля под названием «Атомный проект Советского Союза». Факты, показывающие, какой огромный труд потребовался для оставшего нашего года таким привычным стратегическим равновесием. Хочется верить, что рано или поздно многотомный атомный проект СССР «Документы и материалы» дождется своих исследователей, которые уже на другом, возможно, даже на художественном уровне возьмутся за изучение этого потрясающего сборника документов. Одна из удивительных подробностей этой работы – то, что велась она в соответствии с указом президента России Бориса Николаевича Ельцина, который был опубликован 17 февраля 1995 года и назывался «О подготовке и издании официального сборника архивных документов по истории создания ядерного оружия в СССР». Такое обоснование для работы специалистов-историков из состава Российской академии наук обеспечило действенную помощь со стороны тогдашнего Министерства России по атомной энергии, Министерства обороны, ФСК, СВР, Государственной архивной службы России и Государственной технической академии при президенте. Документы поступали из архивов ФИ, Физико-энергетического института, в НИЭФ, Всероссийского НИИ экспериментальной физики, и в НИИ ТФ, Всесоюзного научно-исследовательского института технической физики. Совершенно секретных конструкторских бюро и закрытых научных институтов, руководство которых пошло на то, чтобы открыть нам имена наших великих ученых в рамках атомного проекта, совершивших огромный вклад в физику как в фундаментальную науку. Тираж небольшой, информация не секретная, так что с удовольствием даю ссылку для всех желающих. И для того, чтобы объяснить, почему я считаю это издание Terra Incognita, общее описание. 3360 упомянутых объектов, 3528 упомянутых документов и 10317 упомянутых лиц. При этом все максимально сжато, сухо и очень конкретно, как и положено в архивных документах. Но едва ли не за каждым документом, за каждой строкой судьбы людей, вписанные в то время, когда шло становление нашего атомного проекта, описать которые отдельно взятые документы, конечно же, не могут. Опять же, для тех, кому эта тема действительно интересна, имеется еще одна электронная библиотека с говорящим названием Росатом.История.
Здесь мемуары участников, воспоминания о совместной работе, биографические материалы, периодические издания и многое-многое другое. Впечатляет список участников проекта, не могу не удержаться от перечисления. Курчатовский институт, ВНИЭФ, который с момента создания именовался КБ-11, НИКИЭТ, научно-исследовательские и конструкторские институты энерготехники, ВНИИА, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, производственное объединение «Маяк», ВНИИ технической физики, МИФИ, АКБМ имени Африкантова, Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических материалов и прародитель всего нашего уранового и атомного проектов Радиоинститут. Здесь вся история уже в лицах, здесь не требуется профессиональное знание, все увлекательнее и, в общем-то, интереснее для чтения. Читать, правда, придется долго, поскольку на сегодняшний день на просторах библиоатома 1800 книг, не считая периодических изданий, свой сборник архивных документов, не вошедших в атомный проект СССР. И того факта, что поступления и не думают прекращаться. Можно за этим невероятным потоком знаний угнаться в одиночку? Ответ очевиден. Но вот в том, что этот информационный ресурс может обеспечить сценариями десятки фильмов уровня 9 дней одного года, а не откровенной халтуры с названием «Бомба», сомневаться точно не приходится. Я даже не буду пытаться объять необъятное. Мое дело попытаться заинтересовать этими потрясающими по увлекательности биографиями и событиями вас, уважаемые зрители и слушатели. И я надеюсь с этим хоть как-то справиться. Вот только ровного потока передач не получится. В этом течении должно быть 3 рукава. События, определившие становление атомной индустрии, по возможности не только, так скажем, производственные, но и хронологически привязанные к событиям в Советском Союзе и за его пределами. События за его пределами не только непосредственно в атомных проектах других стран, но и те, которые очень неторопливо, аккуратно извлекают из своих архивов СВР и ФСК. У нас почему-то любят спорить, чей именно вклад в становление атомного проекта был больше – наших ученых и промышленников или наших разведчиков. На мой взгляд, спор не имеет ни малейшего смысла. Ценен вклад каждого, кто принимал участие. Они ведь не пытались делиться славой. Для ученых и для разведчиков важно было решить главную задачу – добиться возможности защитить Родину от нападения безжалостного, бесчеловечного врага. Ну и да, каминг-аут, чтобы быть понятым. Я искренне, от всей души ненавижу Соединенные Штаты. Для меня нет никаких обстоятельств, которые могут изменить это мое мнение. Но ненависть не исключает уважения. Штаты враг очень умелый, опытный, изощренный, настойчивый, способный вести атаки на мою Россию сразу по нескольким направлениям, порой добиваясь неожиданных прорывов, которые нужно знать и изучать. Надеюсь, что к этим философским умозаключениям мне возвращаться не придется. Военная разведка и разведка НКВД в 40-е годы прошлого века работали на пределе своих возможностей. Рискуя своей свободой и жизнями, наши разведчики работали ровно так же, как работали ученые, конструкторы, организаторы производства, инженеры и простые рабочие на строительстве промышленных объектов и целых городов. Вторая составляющая долгого рассказа о становлении нашего отечественного атомного проекта – самое главное – люди. Профессионалы своего дела, на своих плечах тащившие этот огромный груз. Даже те из них, фамилии которых известны всем, в последнее время стали безлики, превратились в какие-то штампы. Игорь Курчатов – отец атомной бомбы. А он, простите, откуда взялся? По каким таким причинам Иосиф Сталин доверил дело самой огромной важности 38-летнему уроженцу крохотного уральского городка, чье детство прошло в Крыму? Юлий Харитон. Самый секретный наш академик, руководивший разработками всех наших ядерных боезарядов, от самого первого до той самой Кузькиной матери мощностью 58 миллионов тонн тротилового эквивалента. Носитель невероятных секретов – сын эмигранта, который в 30-е годы в Прибалтике выпускал антисоветские газеты, о чем были прекрасно осведомлены в НКВД. Георгий Флеров, который, учась на курсах техников военно-воздушных сил, писал письма об урановом проекте самому Сталину. Помните эти истории? Молодому ученому в 1941 году исполнилось 28 лет, но его письма доходили до председателя Государственного комитета обороны, поскольку никому в голову не приходило, что их можно уничтожить или, скажем так, потерять. Анатолий Александров, ближайший помощник Курчатова, создатель ядерных двигателей для атомных подлодок, в 70-е годы прошлого века президент Академии наук, трижды Герой соцтруда. Юнкер в армии Врангеля и кавалер 3 Георгиевских крестов.
Яков Зельдович, главный теоретик в составе коллектива ученых атомного проекта. Это он рассчитал характеристики цепной реакции деления для атомных и ядерных боезарядов, а заодно и для атомных реакторов. Действительно член Академии наук в 44 года, не имевший высшего образования. Времени на это не было, поэтому 20 лет Яков Борисович просто сдал экзамены для поступления в аспирантуру Ленинградского физтеха, в которой через 2 года защитил кандидатскую диссертацию, а еще через 3 года докторскую. И вот таких невероятных биографий в то невероятное время множество. Биографии интереснейших людей, описывать которых несколькими словесными штампами, извините, просто пошло. Третья составляющая – физика, в тех объемах, без которых просто никак, которые необходимы, чтобы понимать суть атомных и ядерных процессов и принципов, на которых базируется и военная, и мирная составляющая атомного проекта. Но при этом я даю честное комсомольское, что мы вместе обнаружим, нам вполне достаточно школьных знаний и обычного житейского здравого смысла и логики, и где-то так 1,5 формулы. Нет, вру, 2,5, поскольку куда же деться от самой знаменитой Эйнштейновской, которая Е равно МЦ квадрат. Не знаю почему, но уверен, справимся. Вот только как будет выглядеть комбинация этих 3 составляющих, люди с большой буквы, события и чуточку науки, я пока даже не представляю, время покажет. И очень надеюсь на то, что руководство павильона Росатома позволит провести несколько передач прямо из него, поскольку экспозиция, выставленная в нем, настолько роскошная, что мне очень хочется попробовать себя еще и в роли экскурсовода. Логика проста, лучше ведь 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому осмотреть экспонаты павильона точно будет полезно. Ну и хватит философских размышлений. Пора вернуться к тому, что принято считать стартом нашей отечественной атомной отрасли. Постановление 2352, если к нему внимательно присмотреться и вспомнить искусство чтения между строк, документ чрезвычайно интересный. Подпись под ним ровно одна – председателя Государственного комитета по обороне Иосифа Сталина. К документу приложен список на рассылку его в полном виде. И я думаю, что стоит привести его поименно. Ведь это те люди, которые, что называется, стояли у колыбели нашего отечественного атомного проекта. Изначально плотнейшая завеса секретности над ним в те годы была совершенно оправдана, но, к сожалению, привела к тому, что мы и сейчас не знаем многих из тех, без кого вот та самая возможность создания урановой бомбы или уранового топлива была бы невозможна. Список коротенький. Молотов Вячеслав Михайлович, Кафтанов Сергей Владимирович, Иоффе Абрам Федорович, Комаров Владимир Леонтьевич и Чедаев Яков Ермолаевич. Как видите, нет в нем ни имени Игоря Васильевича Курчатова, ни имени Лаврентия Павловича Берии. Хотя я уверен, что многие из вас, уважаемые зрители и слушатели, этому факту удивлены. Не так ли? Отсутствие в списке Лаврентия Берии – это просто факт. И говорит он о том, что всесильный глава НКВД, в 1939-1940 годах не только восстановивший после Ежовского разгрома советскую внешнюю разведку, но и значительно укрепивший агентурную сеть в Европе, Штатах, в Японии, не был поставлен в курс принятого решения. Следствие вполне очевидно. Складная легенда о том, что создание атомного оружия в Советском Союзе всего лишь аккуратное копирование результатов американского Манхэттенского проекта, все материалы, по которым добыла наша разведка, всего лишь легенда. Не было на столе у Сталина материалов разведки по американскому и английскому атомным проектам в сентябре 1942 года, но технические подробности получения урана-235 методом центрифугования и термодиффузионное выделение этого изотопа были. И уверенность в том, что для урановой бомбы нужен именно этот изотоп урана, тоже наличествовала. Да, Кембриджская пятерка еще в 1941 году сработала на отлично. Отчет о достижениях организации под кодовым названием «Трубные сплавы» на Лубянке появился раньше, чем на столе у премьер-министра Великобритании. Вот только Берия не был новичком в агентурных играх. Потому эти материалы подлежали тщательнейшей и многосторонней проверке, поскольку беспокоить Иосифа Виссарионовича дезинформацией Лаврентий Павлович не собирался. По каким именно причинам, попробуйте догадаться с 3 раз. Перекрестная проверка шпионских игр не выявила, но докладная записка Берии и материалы разведчиков на стол Сталина легли в октябре 1942 года, через пару недель после того, как Иосиф Виссарионович подписал постановление 2352. Собственно говоря, этот документ – записка Берии. Он не только сохранился в архивах, но и относится к числу рассекреченных. Если плохо видно на экране, выборочно зачитаю. В 1939 году во Франции, Англии, США и Германии развернулась интенсивная научно-исследовательская работа по разработке метода применения урана для новых взрывчатых веществ.
Эти работы ведутся в условиях большой секретности. Исходя из важности и актуальности проблемы практического применения атомной энергии урана-235 для военных целей Советского Союза, было бы целесообразно. Пункт 1. Проработать вопрос создания научно-исследовательского органа при Государственном комитете обороны из авторитетных лиц для координирования, изучения и направления работ всех ученых научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросом атомной энергии урана. Подпись: Лаврентий Павлович Берия. Разослать товарищам Сталину, Молотову. Дата 6 октября 1942 года, то есть ровно через 2 недели после публикации поручения ГКО 2352. Дальнейшие размышления по этому поводу стоит продолжить на основе еще одного документа, сохранившегося в архивах. На записке Молотова Сталину, которая была написана 27 сентября 1942 года. В архивах этот документ именуется «Записка заместителя председателя ГКО Молотова Сталину о проекте распоряжения по возобновлению работ в области использования атомной энергии». Текст, как и положено в записке, предельно краток. Вношу на ваше утверждение проект распоряжения ГКО об организации работ по урану, внесенный Академией наук СССР товарищем Иоффе и Комитетом по делам Высшей школы при Совнаркоме СССР товарищем Кафтановым. Второй проект Иоффе и Кафтанова о добыче урана требует дальнейшей проверки и будет внесен на утверждение ГКО особо. Очень полезная записка, поскольку она раскрывает именно тех, кто, собственно, и составил текст постановления ГКО 2352. Его авторами были Абрам Федорович Иоффе и Сергей Васильевич Кафтанов. Предварительно этот текст был завизирован Молотовым. 3 имени людей, участие которых в формировании, в создании отечественного атомного проекта, вспоминают, к сожалению, очень нечасто. В том, что Сталин не мог подписать документ, не изучив самым тщательным образом его обоснования, сомнений нет. Не требуется особой смелости и дерзости для уверенности в том, что эти обоснования еще и обсуждались в узком кругу особо доверенных лиц. Еще раз смотрим на даты. 27 сентября 1942 года записка Молотова с предложением утвердить текст распоряжения. 28 сентября Сталин поставил свою подпись под этим текстом. И только 6 октября свою записку Сталину направил Берия. Записка, в которой нет конкретики по возможным исполнителям, проработать вопрос создания научно-исследовательского органа при Государственном комитете обороны из авторитетных лиц для координирования, изучения и направления работ всех ученых научно-исследовательских организаций, занимающихся вопросом атомной энергии урана. С учетом того, что в числе лиц, которым текст постановления 2352 отправлялся для ознакомления в полном объеме, Берии не было, возможен только один вывод. У Сталина были веские причины подписать текст постановления без данных от внешней разведки. И обоснования руководителю страны были представлены Академией наук товарищем Иоффе и Комитетом по делам Высшей школы при Совнаркоме товарищем Кафтановым. Молотов даже не упомянул пост Кафтанова в ГКО. При этом текст постановления 2352 исключительно конкретен. Я просто не хочу зачитывать его полностью. Президиуму Академии наук организовать лабораторию атомного ядра. Институту радиологии разработать установку по термодиффузионному выделению урана-235. Ленинградскому физтеху разработать газовую центрифугу для той же цели. Наркомату тяжелого машиностроения на заводе «Серп и молот» изготовить центрифугу по проекту профессора Ланге. Наркомату финансов выдать Академии наук 1 грамм радия. Наркоматам черной и цветной металлургии выдать Академии наук столько-то тонн конкретных сортов стали. Главному управлению гражданского флота обеспечить транспортировку аппаратуры из Ленинграда в Казань. Вот ссылка для тех, кому интересно. Проект постановления от Иоффе и Кафтанова написан людьми, которые уже четко знали, какими будут первые этапы работы, что это должно быть именно так. Молотов завизировал, Сталин утвердил. И еще раз повторю, план первоначальных работ лаборатории не опирался на информацию, полученную людьми Берии, то есть нашей внешней разведкой. Удивительно, но с фактами спорить не приходится. Могли ли Иоффе и Кафтанов собраться за одним столом и вдвоем набросать проект этого постановления, зафиксировав соображения за чашечкой чая? Извините, чушь. Им для этого требовалась весьма основательная база данных, которая не могла быть результатом работы только 2 человек, сколь бы умны и осведомлены они не были. Мне кажется, что мы наткнулись на весьма и весьма занимательные факты из истории отечественного атомного проекта. На что же опирались Иоффе, Кафтанов и Молотов при разработке проекта постановления?
Причем опирались на нечто настолько фундаментальное, что этого оказалось достаточно для Иосифа Виссарионовича, несмотря на всю его занятость и невероятную напряженность как на фронтах, так и в тылу, которая имелась осенью 1942 года. Для того, чтобы разобраться с этой загадкой, приходится уходить вглубь. При этом вынужден отметить, что в опубликованных архивных документах прямых подсказок нет. С чем это связано, мне, как полному профану в архивных делах, неведомо. Разве что какая-то слабенькая догадка о том, что ни Вячеслав Михайлович Молотов, ни Сергей Владимирович Кафтанов после 23 августа 1945 года, то есть после создания спецкомитета, уже никакого отношения к атомному проекту не имели. Вот и нет документов за их подписью в сборниках документов, ссылку на которые я вам продемонстрировал. И остается ровно один вариант поиска ответа на загадку. Внимательнейшим образом присмотреться к тому, что происходило сразу после публикации постановления ГКО 2352. Какие именно происходили события и кто был их участниками. Соображение следующее. Если при подготовке проекта постановления Абрам Федорович Иоффе оказался способен весьма и весьма подробно указывать о необходимом оборудовании и материалах, то сразу после утверждения постановления Сталиным Иоффе должен был приложить максимум усилий для того, чтобы собрать в Казани именно тех специалистов, которые могли на этом оборудовании немедленно приступить к исследованию. И здесь вот что интересно. Атомный проект мы традиционно и заслуженно связываем с именем Игоря Васильевича Курчатова. Вот фрагмент его биографии на сайте самого авторитетного в этом вопросе источника, на сайте Курчатовского института. Процитирую. В соответствии с решением ГКО от 11 февраля 1943 года о развертывании работ по урановому проекту, Игорь Васильевич Курчатов 10 марта 1943 года был назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии. Ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемирная поддержка правительства. В том же году он был избран действительным членом Академии наук СССР. Согласно распоряжению номер 121 Академии наук СССР, под его руководством в 1943 году была создана лаборатория номер 2, получившая 5 февраля 1944 года права Академического института. Вот ссылка для тех, кто хочет перепроверить. Ничего странного не видите? ГКО 11 февраля 1943 года назначил Курчатова научным руководителем работ по использованию атомной энергии. Это, простите, как? Научный руководитель коллектива ученых? Понимаю. Научный руководитель работ без указания на место работы? Простите, не понимаю. Ищем первоисточник и находим. Атомный проект СССР позволяет сделать это без проблем. 11 февраля 1943 года распоряжение Государственного комитета обороны номер 2872 о дополнительных мероприятиях организации работ по урану. Цитирую. В целях более успешного развития работы по урану. Пункт 1. Возложить на товарища Первухина и Кафтанова обязанность повседневно руководить работами по урану и оказывать систематическую помощь спецлаборатории атомного ядра Академии наук СССР. Научное руководство работами по урану возложить на профессора Курчатова И.В. Вот тут все на месте. Курчатов возглавляет работу по урану не в некоем вакууме, а в составе спецлаборатории атомного ядра Академии наук. Реальная такая лаборатория, дальнейшую судьбу которой ГКО вот этим распоряжением и определил. Цитирую. Пункт 2. Разрешить Президиуму Академии наук перевести группу работников спецлаборатории атомного ядра из города Казани в город Москву для выполнения наиболее ответственной части работ по урану. Не была спецлаборатория атомного ядра чем-то абстрактно-эфемерным. В ней имелись, как видите, группа работников. И раз уж Государственный комитет обороны озаботился переводом этой группы в Москву, то сомнений не остается. Эта группа работников и была основой, базой, фундаментом будущей лаборатории номер 2. Сколько этих людей было, мы знаем совершенно точно из последнего пункта распоряжения ГКО 2352, появившегося, напомню, 28 сентября 1942 года. Пункт номер 8. Совнаркому Татарской АССР предоставить с 15 октября 1942 года Академии наук в городе Казани помещение площадью 500 квадратных метров для размещения лаборатории атомного ядра и жилую площадь для 10 научных сотрудников. Имен, фамилий нет, но речь идет именно о 10 людях. При этом точно известно, что Игорь Курчатов в эту десятку не входил. Он работал в Казани уже с января 1942 года, когда была завершена его командировка на базу Черноморского военного флота. В Казань Курчатов прибыл не в распоряжение Академии наук, а в лабораторию Ленинградского физтеха, которая еще с 1939 года занималась разработкой броневой защиты военной техники. Особенно интересно звучит тема этой работы сейчас, на 3-м году СВО.
Необходимо было добиться увеличения защиты танков, но не за счет толщины брони, которая снижает маневренность боевых машин на поле боя. 1939 год, напоминаю. В каких условиях приходилось работать в Казани ленинградским физикам, становится очевидно из простого перечисления фактов. В феврале 1942 года руководитель броневой лаборатории Куприенко умер от цепного тифа. Но Курчатов не смог сразу заменить его из-за тяжелейшего двустороннего воспаления легких. Однако уже в марте 1942 года Игорь Васильевич встал во главе проекта. Отчет о разработанной им системе защиты танков звучит следующим образом. Статистическая теория поворота снаряда или броневой пули при прохождении через решетку перпендикулярно его траектории. Дробление снаряда или броневой пули происходит вследствие того, что при ударе о решетку они получают боковой удар. Надеюсь, что дальше продолжать уже не надо. Мангалы на наших танках в первое время подавались как совершенно свежее изобретение, не так ли? Отчет броневой лаборатории физтеха за подписью Курчатова был отправлен руководству в июне 1942 года со всеми расчетами по толщине прутьев навесной решетки, размерами ячеек, с описанием дополнительных эффектов при навешивании второй решетки. Не буду комментировать, поскольку человек я не военный. Предлагаю считать вот этот эпизод из биографии великого физика тонким намеком. В этой биографии чрезвычайно много интересного. Остановимся на том, что на момент разработки проекта постановления 2352 в Казани одновременно находились Абрам Иоффе и Игорь Курчатов. А после утверждения постановления в этот город предстояло собрать еще 10 специалистов. Разберемся с их именами, получим возможность разобраться с тем, по каким причинам Сталин дал отмашку на урановый проект до получения им данных нашей внешней разведки. Заодно выясним ответы на еще один вопрос. Почему, собственно, руководителем лаборатории атомного ядра был назначен молодой доктор наук Игорь Курчатов? В декабре 1941 года ему исполнилось всего 38 лет. Они куда как более маститые академики, которые находились в той же Казани, имея возможность контактировать и с Иоффе, и с Кафтановым. Кстати, предлагаю вам, уважаемые зрители и слушатели, попробовать самостоятельно найти имена людей, вошедших в самый первый изначальный состав будущей лаборатории номер 2. Не знаю, как вам, а мне кажется действительно важным понять, каким был расцвет атомной эры в нашей с вами стране. Каким таким образом советские ученые, работавшие в адских условиях тяжелейшей войны, умудрились догнать коллектив ученых, в том числе и нобелевских лауреатов, собравшихся со всех концов Европы в США, где им была предоставлена возможность работы в максимально благоприятной обстановке.